Всем привет! Все-таки я успел сделать третью часть до конца апреля, хоть и при работе над багги возникло много ошибок и тупиков. Сейчас я вам все по порядку расскажу. Начал работу с рулевого управления. Съездил на разборку и купил рулевую рейку от ВАЗ-2109. Приложил ее к раме и понял, что она не подходит по габаритам и торчит по краям. Ее нужно укоротить, покромсать на части и сварить из нее новую рулевую рейку. Также у меня уже был рулевой редуктор от классического семейства ВАЗ, который не подошел по габаритам к проекту. На тот момент я немного расстроился, но теперь понимаю, что он мне сэкономил пару дней. Далее по видео вы поймете, почему данный редуктор не подходит под проект и вообще под такую подвеску. Для начала я полностью разобрал рулевую рейку. Конечно, специального ключа для разбора рулевой рейки у меня нет, и я вытащил его из болта. Затем отверткой и молотком аккуратно выкрутил гайку шестерни и с помощью рычага из ключей вытащил приводную шестерню вместе с подшипником. Теперь зубчатую рейку можно вытащить без проблем. Протер ее от смазки и начал пилить. Отпилил зубчатую рейку и от штанги отрезал места крепления рулевых тяг, которые будут позже приварены к концам зубчатой рейки. Делал это впервые и не стал сразу проваривать сплошным швом. Что-то подсказывало мне, что я могу ошибаться. Да что делает до картера рулевого механизма? Оставил от центральной части по 5 см рукава, в которой запрессую втулки из полипропиленовой трубы. Они нужны для устранения люфта рулевой рейки. Внутренний диаметр трубы расточил самодельным сверлом, которое сделал из остатков штанги, приварив к ней болт и сделав спиральные надрезы. Наружный диаметр трубы немного подточил болгаркой, а все лишнее с втулки срезал рукав картера. Перестраховался и посадил втулки на несколько винтов. Приварил к раме трубу, на которую будет крепиться доработанная рейка. Сделал углубление в трубе под выступ на картере рулевой рейки. Рейка будет крепиться на подставках, сделанных из трубы. Прижимать рулевой механизм будут самодельные стремянки, которые я согнул из шпильки. Для их крепления вырезал из уголка пару деталей, в которых просверлил отверстие под шпильку. Стянул все болтами и приварил уголки к трубе. Решил использовать родные рулевые тяги, отпилил от них часть и сварил заново. Таким же образом переварил рулевой наконечник. Отрезал родной и приварил от классики под поворотный кулак. Для того, чтобы придать жесткости рулевой рейки, между болтами нужно прикрутить планку, например, из уголка. Отпилил рулевую сошку и начал выставлять угол Акермана, который нужен для правильного поворота колес, но перед этим укоротил сошку на 3 см для уменьшения оборотов руля. Натянул веревку от центра задней оси по направлению к передним шаровым опорам. Центр отверстия в сошке должен проходить по веревке, тогда колеса будут поворачивать правильно, наружное колесо будет иметь при развороте больший радиус, чем внутреннее. Хотел было я уже переходить к стойкам, как возникла проблема с самопроизвольным поворотом колес при работе подвески. Я делал всегда статичную подвеску, что на картинге, что на радиоуправляемых машинах, и никогда не имел дела с двухрычажной подвеской. Из-за этого и возникла эта проблема. Начал гуглить и понял, что шарнир рулевой тяги должен находиться на одной оси с цилиндблоком и нижнего рычага. Также тяга должна быть параллельно нижнему рычагу. Еще меня сбило то, что у рулевой рейки от ВАЗа тяги практически выходят из одной точки. Удлинил рейку трубой и колеса перестали подруливать. Потом была неделя экспериментов, но все-таки я пришел к одному верному решению.
А если ты не хочешь мучиться с подвеской и хочешь попасть в мир, где все углы Акермана выставлены в идеал, где суровый мир постапокалипсиса правит планетой, и, кстати, там нет правил, тогда качай бесплатный онлайн-экшен Crossout, в котором выживают сильнейшие. Построй любой бронемобиль и круши врагов. Сотни деталей позволят тебе смастерить все что угодно, от юркого багги с лазерными пушками до обвешанного ракетницами массивного броневика на ховерах. Твори в гараже все, что тебе вздумается, никто не ограничивает твою фантазию. Совсем недавно в Crossout была добавлена 7-я фракция — безбашенные и дикие огнепоклонники. Они дадут тебе гарпун, взрывающиеся колеса, перемалывающие врагов шнекоходы и многое другое. Грабь караваны, выполняй различные задания, сам или с друзьями. Исследуй глобальную карту мира и побеждай могучих левиафанов. В Crossout всегда есть чем заняться. А еще в этой игре ты можешь быть грозным гангста на тачке с пневмоподвеской. Качай Crossout бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Суть в том, что рулевая рейка будет находиться также спереди, но как можно ниже. Для этого я срезал часть трубы, которая мешала нижнему расположению рейки, и приварил штангу с креплениями для рулевого механизма. Отказался от родных рулевых тяг и купил самые дешевые от Логана. От рейки отпилил ранее приваренные штанги и нарезал в них резьбу. И я не смог найти в магазинах метчик под рулевую тягу, у которой шаг резьбы 1 мм. И нарезал обычную с шагом резьбы 1,25. Под трубу, которой буду удлинять зубчатую рейку, сделал проточку. Так как я не нашел метчик, на рулевой тяге тоже нужно изменить резьбу на М10 с шагом резьбы 1,25. Сточил старую резьбу, доработал напильником и нарезал новую. Прикрутил к тяге ранее сделанную деталь и замерил длину проставки, которую сделал из трубы. В этот раз я не стал разбирать рулевую рейку, приваривал поэтапно с промежуточным охлаждением металла. И если бы я знал раньше, что так получится, я бы использовал рейку Атаки, хотя она, наверное, бы тоже не подошла, и ее нужно было переделывать. Вот этим и сложны такие проекты, то что нужно подгонять все детали под размеры 3D-модели из игры с сохранением всех пропорций. Жалко было отпиливать заново рулевую сошку, но ее нужно было выпрямить и приварить пониже к рулевому кулаку для параллельности тяги и рычага. Разогрел сошку сваркой и выпрямлял кувалдой. У меня не было рулевых наконечников от Логана, чтобы переварить с них резьбу, и я сделал временное решение из трубы и пары гаек. При сварке таких вещей нужно постоянно охлаждать рулевой наконечник, иначе он расплавится и появится люфт. Прикрутил наконечник к тяге, отрегулировал вылет и проверил. Результатом остался доволен. Наконец-то кулак перестал подруливать при ходе подвески. Можно еще добавить пару втулок на штангу, чтобы исключить нагрузку на зубчатую рейку. Наконец-то дошло дело до пружины амортизаторов. Подробная информация по модели есть в моем инстаграме. Начал работу с передних амортизаторных стоек. Для амортизатора нужно сделать чашки, в которые будет упираться пружина. Верхняя чашка будет крепиться на штоке через проставку из 20-мм круга. Нарезал в нем резьбу, просверлить ровно отверстие в круге получилось не с первого раза. Приварил кольцо для втулки от заднего амортизатора Chevy Niva. Кольцо для чашки отпилил из трубы, которая по внутреннему диаметру 100 мм. Заглушил его с одной стороны пластиной, в которую просверлил отверстие под ранее подготовленный круг. Взял переход с 25-й трубы на 42-ю и приварил его к чашке и кругу. Так верхняя чашка имеет более законченный вид и похожа на оригинал. Для нижней чашки сделал гильзу из трубы, немного увеличил ее диаметр, чтобы она налезла на амортизатор. Приварил к ней пару ушей и получившуюся конструкцию приварил к чашке. И я не стал приваривать нижнюю чашку к амортизатору, так как есть риск прожечь металл, и при замене каждый раз нужно будет переваривать чашку. Также можно сделать гильзу из сантехнического сгона, на котором есть резьба, и у амортизатора будет регулироваться жесткость. Здесь можно видеть, насколько сжата пружина в амортизаторной стойке.
Приварил трубу к нижнему рычагу для крепления стойки, а для верхнего крепления приварил распорку. Варил по месту с уже одетыми П-образными кронштейнами. Для ненагруженной передней подвески мне показалось жестковато. Посмотрим, как будет работать подвеска на ходу. Скорее всего, наперед нужно будет вешать груз. Взял задние стойки и примерил их к раме. Я, конечно, с ними немного погорячился, так как они вообще не подошли по месту. Взвесил все возможные варианты и принял решение ставить такие же амортизаторы, как и на передних стойках, но только с мощной пружиной. От этих стоек мне понадобится только нижняя чашка. Аккуратно ее отпилил с сохранением работоспособности амортизатора. Как и для передних стоек, сделал гильзу для чашки. Пружина стала больше, и диаметр трубы для чашки нужно увеличить. Круг будет длиннее, чем на передних стойках, из-за более длинной пружины. Все детали собрал, и получилась задняя стойка. Приварил к раме кронштейн крепления для верхнего сайлентблока. Нижнее крепление приварил к одной из труб рычага и усилил его пластиной. Одел колесо и попробовал заднюю подвеску на жесткость. Задняя подвеска, как и ожидалось, получилась с большим запасом жесткости. Она еще будет регулироваться по ходу работы над багги. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это ускорит выход следующей части.